Привет, с вами Дмитрий Побединский, вы на канале Кверти. И я отвечаю на вопросы подписчиков. Федор Минаев спрашивает, как кошки без проблем приземляются с большой высоты, как это делают алкаши и связаны ли они между собой? На самом деле, при падении с большой высоты кошка все-таки может получить серьезные травмы. Здесь нет ничего удивительного, ведь чем больше высота, тем больше скорость при приземлении. Удивляет другое. Как кошки в полете могут переворачиваться и приземляться именно на лапы? Ведь в воздухе не от чего отталкиваться. И правда, вообразите себя в невесомости, висящим над полом. Будете вы размахивать руками и завиваться как змея, вы не сдвинетесь с места. Для того, чтобы начать движение, необходимо от чего-то оттолкнуться. Или что-то бросить. Например, чемодан или ту же кошку. Тогда вы начнете двигаться в противоположном направлении. Здесь работает закон сохранения импульса. Но кошке не нужно сдвигаться влево-вправо. Ей необходимо вращение. И тут действует схожий принцип. Вообразите себя на вращающемся стуле. Если просто махать руками и ногами, то тогда вы не начнете крутиться. Необходимо от чего-то оттолкнуться. Или заставить что-то крутиться вокруг вас. Тогда вы будете крутиться в противоположном направлении. Этому эффекту подвержены вертолеты. Когда ротор начинает вращение, кабина начинает вращаться в противоположном направлении. Именно поэтому им на хвосте необходим небольшой винт, компенсирующий это вращение. Так что в целом, если упростить, закон такой. Если где-то появляется вращение в одном направлении, то где-то должно появиться и в противоположном. Это и используют кошки. Конечно же, они все делают интуитивно, но посмотрите. При падении передняя часть туловища начинает вращаться в одну сторону, а задняя часть туловища, соответственно, в противоположную. И в чем же хитрость? Мы знаем, что чем ближе масса к оси вращения, тем быстрее это вращение. Передние лапы кошки прижаты к туловищу, поэтому передняя часть тела вращается быстрее, чем задняя. Соответственно, когда передняя часть туловища совершит поворот на 180 градусов, кошка распрямляет передние лапы, прижимает задние, и все становится наоборот. Теперь задняя часть туловища вращается быстро, а передняя медленно. Таким образом, уже через доли секунды обе половинки кошки будут повернуты лапами вниз, и она удачно приземлится на конечности. И если у кошки еще есть хвост, то он обязательно будет помогать своим вращением во всех этих махинациях. А что по поводу пьяных людей? Тут такой принцип работать уже не будет, ведь у алкоголиков не вырастает хвоста. Сложно сказать, очень часто это связывают с тем, что мышцы пьяного человека расслаблены, и поэтому при травме сила удара равномерно распределяется по всему телу. Однако, скорее всего, есть более объективная причина. Как это ни странно, падающие алкоголики могут быть похожи на дельфинов. Откуда мы знаем, что дельфины добрые и умные? Из рассказов уставших пловцов, которых они толкали к берегу. Но мы лишены услышать рассказ тех, кого дельфины толкали в противоположном направлении. То есть мы наблюдаем только благоприятные исходы событий. И из-за недостатка информации о погибших у нас может возникнуть неправильная причинно-следственная связь. Это называют систематической ошибкой выжившего. Но что касается пьяных людей, время от времени в новостях появляются сообщения, что какой-то везунчик удивительным образом упал с высоты в несколько этажей и остался жив. Мы замечаем это интересно, и это попадает в нашу статистику. Но вот случаи с летальным исходом мы практически не замечаем, хотя наверняка их намного больше. Так что то, что пьяному море по колено, скорее миф, чем правда. Систематическую ошибку выжившего может допускать любой. Один из самых известных случаев произошел во время Второй мировой войны. Не все американские бомбардировщики возвращались на базу. А те, кто возвращался, зачастую были повреждены. Причем дыры от пуль были распределены неравномерно. Больше их было в хвосте самолета, на консолях крыла и в центральной части фюзеляжа. Первым решением военного руководства было усилить броню именно в этих местах. И это было ошибкой. Ведь если самолету удалось вернуться на базу с такими повреждениями, значит брони в этих местах достаточно. Наоборот, необходимо было усилять те места, где на вернувшихся самолетах повреждений было меньше. Ведь если бы туда попала пуля, то тогда самолет бы точно был бы сбит.
Это предложил венгерский математик Абрахам Вальд и был прав. И, кстати, алкоголики и кошки связаны с систематической ошибкой выжившего. Ветеринарам известен такой парадокс. Кошек, упавших с 6 и более этажей, приносят зачастую в намного более лучшем состоянии, чем при падении с меньшей высоты. Одно из объяснений этому – ошибка выжившего. Чем выше падение, тем больше вероятность, что про кошку скажут: после такого не выживают, и бросят, а не понесут в больницу. И на самом деле мы очень часто допускаем ошибку выжившего в своей жизни. Например, нам очень нравятся истории людей, добившихся успеха. Мы стараемся в чем-то даже подражать им. Хотя на самом деле намного полезнее было бы знать истории людей, которые провалились, чтобы не допустить их ошибок. Мы читаем биографии победителей, считаем количество выживших и вообще акцентируем свое внимание на благоприятных исходах событий, хотя зачастую нужно больше внимания обращать на неудачные. А на этом все. Не допускайте ошибки, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если еще не подписались, обязательно оставляйте в комментариях свои пожелания по темам для следующих видео и спасибо за просмотр.